Всем приветствую, с вами Деник 045. Ну чё, третья серия, поехали. На прошлой серии мы остановились возле яблони и магазина. Капец. Ладно. Ой, сложный выбор. Я здесь подумал, вот сейчас, кстати, пойду в магаз. Я остановился в 5 шагах от магазина, который слишком карикатурно приютился островком ностальгии в этой забытой месте. Старенький, но добротный, облупившийся на века. Блять, хотел сказать на века, блять, здесь, блять, вообще. Так, ладно, сделаем так. Я знаю, что в этом месте нам надо что-то делать. Ну, типа, мини-игра будет, там, это. Ну, вы... Ладно, приступим. Старенький, но добротный, облупившаяся вывеска продукты над дверью казалась приглашающей, несмотря на потрепанный вид. Окна цели, и сквозь их мутные стекла можно было видеть заставленные чем-то полки и витрина. Старость строения не казалась упадочной. Скорее, она придавала ему характер, который говорил о тихой уверенности и стойкости перед лицом времени. Я скрипнул зубами, ненавижу, когда меня называют Алёша. Давайте просто Алексей. Ну что же, Алексей. Меня Степан звать. Лаптев Степан Вольфович. Будем знакомы. Я пожал руку новому знакомому, который, судя по всему, был здесь местным
Хотя я его совсем не помню. Ну пойдем. Чего встал-то? Каком-то... Степан достал связку ключей, на ощупь нашел нужный и без суеты открыл магазин. Я последовал за ним внутрь и оказался в темное помещении. Сейчас, Алексей, погоди секунду. Чего он там возится в темноте? Ищет полку покрепче, чтобы... Свет включу. Сейчас. Опа, Из города приехал? Из Москвы. понятно. Еще один. Нехотя пробурчал я. Я не привык разглашать сведения о себе незнакомца, но Москва настолько огромная, что эта информация вообще ничего не значила. О как! И чем сейчас молодые там в столице занимаются? Профессия-то у тебя есть хоть? Вопрос был задан с таким напором, что я на мгновение ощутил себя школьником, которого вызвали на ковер директору. Какой ковер? Чё ты сешь? Может быть, я хотел сказать другое? Однако я решил не юлить и ответил отчасти правдой. Да, на электрика в техникуме учился. Про себя я усмехнулся. Не буду же я ему говорить про свою реальную профессию. О, электрик — это дело нужное. Знаешь, у меня вот тут недавно радио играть перестало. Ой, сейчас будем чинить. Может, взглянешь, электрик? Давай, Денег за ремонт только не дам, не водится нынче. А вот чаем напою. Вот это шабашка, подумал я с иронией. Возвращаться к своим реальным проблемам я пока не хотел, поэтому никуда не торопился. Да и сколько себе знаю, мне всегда легко давалось восстановление разного рода приборов. Не самой большой сложности, конечно, но со старым радио я управлюсь. Помню, когда учился пару раз даже сходил на практику из чистого любопытства. Работа даже не трудная. Чего? Техобслуживание подъездных электрощиков. Электрощиков, блядь, ясно. Один раз даже удалось найти закладку, казалось бы, надежно запрятанную коллегой курьеру. Вот это мысли в его голове. Я еще раз взглянул на Степана и перевел взгляд на старое радио, расположившееся на краю стола. Да и чего бы не помочь старику. Наверное, радио тут одно из очень немного развлечений. Ну, давайте посмотрю. Да, вон там стоит. Пойди посмотри. Взгляните. Как я и ожидал. Старое радио, очевидно, выпущено еще во время Советского Союза. У моих бабки из деда было похоже. Думаю, если постараться, можно в доме найти его где-нибудь на чердаке. Вообще, я думаю, что починить его не составит труда. Посмотрю, что тут у нас. Соедини детали схемы.
Так что ли? Так, сейчас глянем. А нам обязательно соединять? Подожди-ка. Че-то я вообще смысл не понял. Мгм. Э, Как там, блядь, должно быть? Так что ли? Ой, капец. Что-то я вообще нихуя не понял. Подожди-ка. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Ну все. Че-то я вообще еще не так, что ли? Ну, все соединения. Готово. Все. Вроде бы готово. Можно проверить. О, гляди! Заработало! Ну, руки-то у тебя золотые. Сразу видно мастера. Знаешь чего? А радио-то это непростое. Однажды случилась забавная история. Мы с котом моим тогдашним, Васькой, черный чертенок такой, закрыли магазин и сели ужинать. Ну, как? Я за стол сел, а коту в миску супа положил. Ну, Включаю радио, а там говорят про какую-то танцевальную музыку. Слышу, Васька начинает мяркать. И вдруг, как только заиграла музыка, поднимается и начинает танцевать на задних лапах. Я так смеялся. Потом пытался ему включить музыку еще раз. Но он только лениво посмотрел на меня и спать улегся. Стивен посмотрел на меня так, будто оценивал мою реакцию на его истории. Но я лишь пребывал в недоумении. Спасибо тебе, Алексей. Со скуки теперь точно не помрем. Да пустяки. Я скривил улыбку и развел руками. Ну, как и обещал, пошли, чаем напою. Расскажешь, как там городские живут нынче. С утра я совсем ничего не ел. Дед вроде бы и приятный. Подумал, что от чая я не откажусь. Я согласно кивнул. Ну вот и замечательно. Пошли.
Степана. Да, там рожа. Это Степана. Я тебе свою Редко такое смотреть на танец. Опачки. Я опять смотрим. Так, а сколько запись идет? Надо взглянуть. Опачки, скоро, кстати, закончим. Инструменты висят равным рядом и выглядят скорее как украшенными. Видно, что некоторые уже давно не использовались. Ржавчина и пыль. На них говорит сама за себя. Наверное, когда-то Степанин много работал своими руками. Чучело кабана на стене. Никогда не понимал, как такое можно нравиться. Группа смотрится с этими вытаращенными глазами и клыками наружу. Видно, что видно не прикасался к нему годами столько пыли. Это что, городовуха? Подумал я. Похоже на обычную деревенскую самогонку, только с бонусом в виде пар мух, плавающих внутри. От одного вида этой бутылки становилось тошно. Наверное, Степан забыл про нее давным-давно. Фото в криво висящей рамке явно не вчера повесили. Кто она, наверное, мать или жена Степана? Выглядит строгой, как мостачка в моих шарах. Я с опаской оглядел пособное помещение магазина. Здесь стоял затхлый запах древесины, сладкой плесени и каких-то деревенских солений. Сам Степан с заметным возбуждением от неожиданного общения принялся за заваривание чая. Степан уселся за стол. Он смотрел на меня, еле сдерживая вопросы, которые вот-вот были готовы вырваться из его рта. По старику было видно, что у него редко бывают гости, и он действительно рад со мной поболтать. Ну как, нравится у нас? Редко кто забредает сюда из города. Я заметил, как Степан пытался за улыбкой скрыть свое неловкое волнение. Я улыбнулся в ответ, решив поддержать разговор. Да, здесь все совсем по-другому. Тихо, по-домашнему. Коровы, козы. Перечислял я первое, что приходило на ум. В городе такое редко встретишь. Степан кивнул, погружаясь в свои мысли, продолжая держать кружку. А чего приехал-то? Я задумался, что ему ответить. Явно дело, я не мог выдать ему, что я скрываюсь тут от криминальных личностей. Еще медам сдаст.
Можно, конечно, сказать, что я приехал, думаю, или напиздеть, что, что хочу купить тут дом, как вариант. Так, за это слово, конечно, извиняюсь. Так, давайте я здесь подумаю, конечно. Давайте тебя. Да вот, приехал Томми бабки с дедом порядок навести. Это каким? Степан явно задумался, перебирая в голове оставшихся в этой глуши стариков. Я решил не заставлять его гадать. Да нет их здесь уже. С нами. Маргарита и Николай Павловы. О как! Ты Ритке с Коляном внук, получается? Да, золотые люди были. Как сейчас их молодых вспоминаю. Эх, молодежь все в города тянет. А здесь, в деревне, знаешь, свои прелести. Ритка с Коляном это лучше всех понимали. Мы тогда по молодости дружили крепко с ними. Зимой на санях гоняли до одури. Весной кто в огороде, кто в поле с утра до вечера. А когда лето наступало, все душой и телом отдыхали. Банька, рыбалка, праздники летние всякие. Степан остановился и пристально посмотрел на меня, словно пытался разглядеть, понимаю ли я, о чем он говорит. Сегодня, кстати, один из самых важных будет. Ночь с 6 на 7 июля. Ночь Ивана Купала, если не знал. Любили мы праздник этот, когда юными были. Душа, Чё как такое, говорится, не знаю. песни просила. Через костер прыгали и байки всякие страшные травили. Мол, на купальскую ночь черти из нор своих вылазили. В нашей деревне всегда во всякую чертовщину верили. Староверами были. До того боялись, что за руки, за ноги в ночь на Купалу в лес не утащить было. Так вот, помнится, в одну из таких ночей всей деревни снова гуляли. Я могу еще озвучку добавили, а то я пришлось, блин, подбирать озвучку. Парни песни петь и костры разжигать принимались. А девки тогда, как обычно, гадания устраивали. Венки на голову надевали, да к берегу речки бежали. По воде их пускали, чтобы судьбу узнать. Куда уплывет, оттуда и жених. Если к берегу прибьется, свадьбы в этом году не жди. Ну, это все по поверьям, конечно. Ритка, бабка-то твоя, венок тоже по речке пустила. А он, представляешь, проплыл немного и как умчал на всех парах вперед, будто сам Купала его туда направил. А с той стороны как раз Колян выходит. Девки все сразу хихикать начали, а он, ничего не понимая, только и успел Ритку, прыгнувшую на него, в объятия поймать. В то же лето бабка с дедом твои свадьбу и сыграли. Эх, хорошими людьми были. Ну да ладно. Такой себе. Слова Степана повисли в тишине. Казалось, притих даже ветер за окном. История о бабушке и деде простая, но такая живая, сильно зацепила меня. Я видел их на старых фотографиях, на ложе счастливее, чем я их помню. А они действительно были такими. Прыгали через костры, прививки. Я вдруг почувствовал старинную горечь от осознания того, как мало я о них знал. Что они сказали бы обо мне сейчас. Мысль засела где-то глубоко, но я быстро отмахнулся.
чтобы не углубляться дальше. Степан тяжело вздохнул и продолжил. В деревне у нас, знаешь, Алексей, порой как в сказке, я бы сказал. Да вот Опачки. только не всегда как в хорошей. Это что, скривичок был? Так что ты поаккуратней тут будь. Я напрягся и вопросительно поднял бровь, не скрывая удивления. В каком смысле? Ну, знаешь, пару лет тому назад сюда семейство из Москвы перекатилось. Искали, говорят, тишины, спокойствия и умиротворения. Причалили, значит, с двумя сыновьями молодыми. Так эти разгильдяи не нашли себе занятия лучше, чем деревню всю вверх дном перевернуть. Шум стоял каждую ночь от посиделок их, как на празднике. Да только вот радости никакой. Мы с ними, знаете ли, по-хорошему говорить пытались, да им хоть бы хрен. Так вот, в ночь на Купалу решили они по-своему развлечься. Девку какую-то из соседней деревни притащили и к реке пошли, через лес, где даже днем не каждый местный ступить решится. Опачки. Думали, наверное, в наших лесах волшебство найдут. Или что вы там, городские, ищете? Вот это что такое? Ночь-то прошла, а вот утром их как не было, так и нет. Полиция с собаками весь лес перерыла, да только к ночи одну девку отыскали. Напуганная до смерти, говорят, была. Говорить не может, только мычала что-то, да бормотала несвязно. От парней только и осталось, что пара клочков одежды в крови испачканной, а самих будто земля проглотила. Мне участковый тогда и рассказал, что шпана это, видать, девку-то споить и того, силой взять хотели. В лес ее потащили, а вот что дальше с ними стало, так никто и не понял. Девку допросить пытались, а она ничего ни тогда, ни после сказать не смогла. Глаза только в разные стороны бегают, да мычит что-то без конца. Вот ничего выяснить тогда у них и не вышло. Следствие установило потом, что, видите ли, зверье лесное их загрызло. А чтобы селян успокоить, лесника нашего, Петровича, заставили капканов по лесу наставить, чтобы зверь к домам не подошел. Кстати, потом мы, кстати, там волка встретим в лесу. Я с некоторыми напряжением слушал рассказ Степана. Это совсем не было похоже на сказки Мирлаши. Но где-то на подкорке возникал образ тварюка, и воображение невольно связывало произошедшее с ними. Ведь тогда, столкнувшись с ним в лесу много лет назад, я убедился, что некоторые сказки не врут. Я отмахнулся от мысли и выдал первый возникший в голове вопрос. А может, их леший утащил? Может, леший утащил, а может и звери. Это уже каждый сам решает, пусть во что верить и что думать. А следствие и без нас решит, что в отчете написать. Пожалуй, на сегодня я довольно наслушался местных баек. Все-таки мне нужно было дальше думать, как решать свои проблемы. Пора идти домой. Степан Вольфович, спасибо за угощение и беседу. Мне идти уже пора. Дома порядок навести хочу. А, да, ступай, конечно. Кстати, я правильный выбор, кстати, выбрал. За радио большое спасибо тебе еще раз. Что-то нужно будет, забегай.
На вот, сушки возьми хоть. С чаем погрызешь. Угощаю. Взять. Недолго думал, я взял пакет сушек со стола. Не хотелось отказывать и огорчать старика. Да и в первую очередь я сюда пришел за едой. Спасибо. До свидания. Степан не переставал... Тьфу, бля. Извиняюсь. Свертить своей фирменной улыбкой. Я улыбнулся ему в ответ и вышел на улицу. Опачки. А вот, кстати, сама... Та... Кот. Чего, Васька? Нагулялся? Ну, заходи. Чего стоишь? У меня еще, кстати, вопрос. Кто вообще это озвучивал? Ну ничего себе. Сходил за хлебушкой. Усмехнулся я. Я немного ругал себя за то, что весь день прослушал рассказы старинного деда, вместо того, чтобы решать свои реальные проблемы. История, конечно, интересная, но надо было возвращаться в свою мрачную реальность. Приблизившись к своему новому дому, я уже предвкушал, как с довольным лицом упаду на скрипучую доисторическую кровать. Только судьба, похоже, решала, что будет иначе. Опа-на! Здрасте! Перед моим домом стояла восьмерка, в которой можно было разглядеть 3 знакомых физиономии. Лянь! Это был Фамил и его братки Вася. И третий. Не помню, как его там звали. Василий, что ли? Такой себе рассказ. Я бы здесь остановился, конечно, но... Ну здорово, сельчанин. Так, у нас будет маты много, ну берегитесь. Ага, здорово. Я ответил ему, пытаясь скрыть напряжение. Пиздец, я попал. Ну и какого хуя ты тут забыл, Алёша? Знаешь, как мы задолбались переться в эту глушь? А откуда вы знаете, где я нахожусь? Как вы вообще, блядь, меня нашли? Ебальник, закрой свой и слушай. Вот это поворот. Подольше бы и по-честному поработал, может и додумался бы симку рабочую в жопу засунуть. Ага. И не светите и у хаты на тебе записанный. Чего? Мы, значит, тебя повышаем и отправляем на крупное дело, а ты в знак благодарности решил съебаться с нашим товаром? Ты же прекрасно знаешь, что бывает с такими умниками. Фома, я ни при чем. Когда я перевозил товар, меня подрезала тачка, и какие-то уёбки с пистолетом забрали у меня все ваше добро. Чего, блядь? Ты реально думаешь, что я такой тупой? Фома, я всегда свою работу выполнял честно. Это все выглядит как какая-то подстава. Может, тех сук вы и подослали, а сейчас меня наебать пытаетесь. Ты охуел? Здрасте, приехали. Менчематов пожи. Ты сейчас кого под сомнение ставишь? Ты думаешь, мне трудно тебя грохнуть и закопать в этой дыре? О, да, конечно. Тебя, долбоёба, здесь точно никто не найдет. Какого хуя, блядь, меня вообще... Извиняюсь, блядь.
А мы еще просу, почему Алексей на них работает? Мог бы продолжать другим честным Я не работы. пытаюсь дерзить. Фомин, успокойся. Кого ты решил успокоить? Его? Сейчас, блядь, еще... Откуда я тебе достану товар, которого у меня нет? Из задницы своей. Да мне похуй, сука! Хоть роди, хоть высри! Вот именно. Ситуация накалялась. Я жал челюсти, ощущая, как учащенный пульс начал стучать по вискам. Так, смотрите, прикол. Я не буду, кстати, отпор делать. Промолчать. Если еще правильный выбор. Чтобы утром товар был у меня. Если. Попробуешь съебаться, ходить больше не сможешь. Ну да. Тюряга вас ждет. Но если только под себя. Все понял, Алёша? Бесит еще так называть его. Понял. Ну еще бы. Вот это он попал. Вот это он попал. Вот это он попал. Звук мотора уезжающей машины запустил отсчет времени. Твари! Отлично спрятался Алёша. Похвалил я сам себя. И что теперь делать? Так, если продать дом и с выручки купить наркоты на замену потерянной партии. Нет, продажа недвижки. Дело муторное. Долго придется искать покупателя. Да и выхлопа тут максимум сотня будет. Бежать не вариант. Снова найдут и тогда точно пиздец. Да что делать-то? Я в отчаянии. Схватился за голову. Хотелось рвать волосы. Орать, разбить что-нибудь. Но это не помогло бы. Беспомощность сводила с ума. Опять... вот. Если этот мир отвернется от тебя, иди в лес. Там ты найдешь либо спасение, либо смерть. В лесу все честно. Я вдруг отчетливо вспомнил слово вышки, как если бы ее слово звучало в комнате рядом со мной. Ёбаный в рот! А что, если бабка была права? Что, если там действительно что-то есть? Я в детстве видел его в этом лесу. Я помню, если тварюк реально там, он либо убьет меня сразу, либо поможет. Если мне все равно везде... Слушай, можно, блядь, заменить это слово вообще? Трындец? То какая разница? В этом месте всегда было что-то странное. Рассказы стариков, исчезнувшие люди, шорохи в лесу. Я посмотрел в окно. О, кстати, двигать можно. В лесу все честно. Повторял я в себя, глядя на темную чащу. Идти туда сумасшествие. Да ну, тогда у меня будет хоть какая-то шанс. Другого выхода нет. Так, давайте на этом ноте мы закончим. Понятно. Несколько минут в пути, и деревья жались вокруг. Словно преградили мне дорогу. Шагнул вперед, было страшно, но стоять на месте было еще хуже.
Вы прошли вторую главу. Третья глава. Так, давайте на этом ноте мы закончим. Кому серия понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои уведомления. И всем пока-пока. Всем пока-пока.